Self Omnibus, я Александрил, и сегодня я, к сожалению, заканчиваю играть в эту потрясающую игру Outer Wilds Эхо Ока. Вот. Но сегодня я покажу достаточно много в этой игре. Во-первых, я покажу концовки. Сейчас я пройду на первую концовку, так сказать, самую лучшую. Вот. И потом я покажу все различные концовки. И также я все-таки догадался, как мне зайти в эту игру с другого аккаунта. Оказывается, после того, как я почистил диск C, я забыл включить что-то типа семейный доступ в Steam. Вот. Так что, если у вас несколько аккаунтов, вы можете включить семейный доступ, и на другом аккаунте будет доступны игры. Вот. И ачивки, естественно, тоже можно получать, но заново. Вот. Что еще хотел сказать? В общем, я на прошлом стриме, естественно, нашел способ, как обойти эти колокола, но я зашел на старый свой аккаунт. Возможно, как раз таки из-за того, что он старый, я его еще создал давно-давно. Вот. Там я не смог проделать тот же самый трюк, почему-то я соскальзывал, очень сильно соскальзывал. Вот. Возможно, это как раз таки проблема старых аккаунтов, а может мне просто повезло так запрыгнуть как-то. Поэтому я все-таки не буду еще заново пробовать там запрыгнуть. Вот. Если у вас получится, можете попробовать, а я все-таки решил, что лучше я все-таки покажу этот код. Я еле-еле его нашел, я потом после стрима в общем, искал инфу, искал, и случайно все-таки как-то нашел. Вот, эти три пароля. Эти три пароля я покажу сегодня вам. Такой вот эксклюзив. Никто вам ничего подобного не покажет на прохождении. И я не только про пароль, а про все концовки, все ачивки. Единственная, наверное, ачивка, которую я не смогу на новом аккаунте показать, это заполнить весь журнал. Но я его как бы уже эту ачивку показал, потому что, собственно говоря, я проходил игру и тем самым весь журнал заполнил. Как там отдалить нельзя. В общем, вот, это у нас квантовая луна. Это у нас проект Час Пепла. Так, это у нас, собственно говоря, звездолет. Это у нас этот как? Чужак. Это у нас незнакомец. И это у нас тайная зондовая пушка, да. Все остальные планеты, наверное. Вот. На ней как раз таки вот координаты. Нет. Так, как мне это все поменять? Вот. Орбитальная зондовая пушка запустила миллионы зондов. Зонд номер. Еще я, в общем, такую теорию почитал, что вроде как этому зонду нужен типа 25 минут, чтобы дойти до этой, как она называется? До ока, вот, до ока вселенной. Блин. Я идиот, простите, конечно, меня. Я специально оставил, чтобы поговорить. Но вроде я что хотел сказал. То, что... да, пройду, все покажу. И забыл обратно уже переключиться. Вот. Давайте еще раз. Ну, в общем, давайте сейчас до этого все-таки договорю. В общем, да, это пароль. Ну, точнее, координаты. Вот. И есть такая теория, что
Зонду нужно 22 минуты, чтобы добраться до Ока Вселенной, поэтому зонд мы можем спокойно на корабле обогнать и лететь до Ока Вселенной. Но я понял, что там много было комментариев, типа, в принципе, кто-то написал правильно, что вот, собственно, где мышка-то? В общем, вторая строчка. И вот сколько ему, 9 миллионов понадобилось различных этих. Технически, да, Око Вселенной находится где-то, она на орбите нашей звездной системы вот этой. Находится в 20 минутах, 22 минутах, действительно. Однако, в каком именно месте она находится, неизвестно. Вот. Почему? Сейчас объясню. Зонд каждый раз продолжает запускать в новое место. Не в то место, где она обнаружила Око Вселенной, а в разные продолжает запускать. Вот. Когда она нашла Око Вселенной, она как раз таки... Во-первых, она нашла, после этого прошел взрыв, и она вернулась во времени, и только после этого она включила статуи. То есть уже на тот момент, когда я просыпаюсь, статуя меня записывает, в этот же день она уже стреляет в другое место. Поэтому, к сожалению, невозможно даже при первом, как сказать, начале игры сразу быстренько пробежать до корабля и успеть долететь до зонда и обогнать его. К сожалению, он уже все равно в другую сторону стреляет. Вот. Технически, да, действительно, Око должно... Ой, да, Око должно находиться на орбите Солнца в 22 минутах. Вот, вспомнил. Собственно говоря, да, и прежде чем мы закончим это все, я хотел бы рассказать все-таки по лору этой игры, с чего все началось. В общем, сначала вот эти незнакомцы, сначала они поймали Око, сигнал Ока. Вот. Они, получается, да, разобрали свою планету, создали корабль с искусственной планетой внутри и направились к этому Оку. Как только они к этому Оку пришли, они еще раз этот сигнал прочитали, и оказалось, что сигнал говорит, что Око говорит, что все умрет. Да, вся вселенная умрет. И они немного неправильно это поняли, что они... Нет, то есть они поняли это как, что Око их убьет. И поэтому полностью его запечатали. Вместе с этим, с сигналом. Вот, чтобы никто больше это не узнал и чтобы оно не навредило. Но на самом деле, собственно говоря, почему Око Вселенной старше самой Вселенной? Вот в чем вопрос, да, здесь. И на самом деле в этой игре что замечательно, что разработчики очень много посвятили изучению различных теорий, вот, изучению самого космоса, различных явлений, например, то, что Солнце коллапсирует, да, и тому подобное, сжимается и потом взрывается. Вот, что он превращается сначала в красного карлика, получается, и уже белую звезду. Вот. И теории по типу черной дыры, что на самом деле, когда ты входишь в черную дыру, тебя не сплющивает, как все остальное, а ты выходишь через белую дыру. Вот. Теория действительно в реальности такая есть. Я о ней слышал. Однако, почему это лишь теория, мы не нашли как бы этому подтверждения, стопроцентного доказательства. То есть белую дыру вроде как мы либо не видели,
либо видели, но не поняли, что это она, потому что, собственно говоря, белая дыра очень похожа на звезды. Она тоже издает свет. Как и остальные звезды, если белые дыры действительно существуют, они просто могли смешаться с другими звездами. Поэтому это лишь остается теорией. И лишь второстепенная, и самая главная, естественно, теория, что когда ты войдешь в черную дыру, ты просто сплющишься, как и все остальное. Вот. И вот как раз-таки это вторая теория, которую изучили разработчики, что на самом деле наша вселенная циклична. Вот. И око вселенной еще жило до этой вселенной, то есть во времена прошлого, может позапрошлой вселенной. И сигнал, который она издает, показывает, что эта вселенная, получается, умрет. Все звезды взорвутся, все погибнет, но появится новая вселенная. И как раз таки там как раз это было видно. Сейчас даже попробую это все найти. Сейчас попробую найти конкретно то, где они это увидели. Так. Вот. Да, кажется? Око вселенной произойдет, да, взрыв. Все уничтожится. Превратится в прах. Они погибнут. И вот. Сейчас самое главное. Все начнет расти заново. Они неправильно это поняли. Интерпретировали, так сказать. И подумали, что она хочет их уничтожить. Она лишь предсказывала будущее. Вот. И это также объясняет, почему око вселенной, естественно, старше самой вселенной, потому что эта вселенная не первая, а око все время жило во времена и прошлых вселенных, и будущих вселенных новых. Вот. Так вот, да, они, собственно говоря, прилетели, увидели, что око их уничтожит, запечатали око, создали искусственный мир, в который поселились свой так разум, так сказать. Вот. Как это называется-то? Скопировали свое сознание в игру. Вот. И, собственно говоря, умерли со временем. Они не выходили оттуда, просто умерли. И их сознание осталось внутри. Пока горит огонь, по крайней мере. Как только вода тушит огонь в реальности, их в игре они тоже умирают. Вот. Но один из них успел выйти из игры и распечатать око на время, на несколько, так сказать, минут. И за это время успел податься небольшой сигнал, который и схватили подхватили или как это сказать-то правильно, получили сигнал, вот, на Май, и отправились в координаты, в которых приблизительно откуда этот сигнал прибыл. Собственно говоря, приблизительно это, точнее, Солнечную систему эту, вокруг которой вращается око. Вот. Но, к сожалению, на Май эти незнакомцы успели выйти тоже из камер и
запечатать заново. Они в этот раз сломали полностью управление, чтобы больше такого не повторилось. Они заново запечатали око Вселенной. И, собственно говоря, сигнал пропал. На Майе попали в терновник. Когда при телепортации они случайно попали в терновник. То есть, да, а если ты, например, такая тоже есть теория, ну, не в реальности, а в фэнтези мире, теория есть, что если ты будешь безумно телепортироваться, и ты можешь, бездумно телепортироваться, не глядя куда, ты можешь, да, телепортироваться в стену и умереть так. Так вот, и они, получается, попали в терновник. На 3 капсулах они в разные стороны. Одна капсула, естественно, застряла в терновнике. Они не У них оставалось мало кислорода и 2 сигнала. Вот. Которые исходили от корабля с 2 сторон. И они направились не в ту сторону. Они попали к семени вот этого терновника. Вот. И там у них кончился кислород, и они умерли. Потому что терновник очень запутанное пространство там внутри. А остальные 2 капсулы выжили, попали на 2 разные планеты. На час угля вроде. И на опустошенную планету. Они это все обследовали, в общем. Построили свои здания. И начали создавать потихоньку там. Вырастало новое поколение. И также они многое узнали из различных экспериментов на разных планетах. Что самое интересное, да, что в этой Солнечной системе все планеты какие-то необычные, скажем так. Если бы все планеты одного типа были бы, они навряд ли бы хоть что-то смогли сделать, потому что им нужно было, чтобы заново запустить двигатели вот этой их корабля, им нужен был новый источник энергии, гиперядро, чтобы телепортироваться, вот. И, собственно говоря, на 200-й планете как раз была черная дыра, которая и белая дыра. Благодаря этому они смогли создать новое гиперядро. Вот. И они поняли, что здесь что-то не так, и выходят они на там какую-то долю миллисекунды раньше, чем вошли. Вот. И узнали так, начали проводить эксперименты, узнали, что если подать больше энергии, то ты из белой дыры выходишь намного раньше, чем из черной. Заходишь в черную. Таким образом они создали гиперядро. Благо была какая-то женщина на Майе, которая как бы слушала истории, как вообще это, хотя бы приблизительно. Конечно, она всем говорила, что помогала с этим гиперядром, но, естественно, мы узнали, что на самом деле она лишь слышала кучу рассказов. И по этим рассказам все-таки ей удалось создать гиперядро. Вот. Также они пытались взорвать Солнце, чтобы получить достаточно энергии для гиперядра. Они назвали это проект «Час пепла». И чтобы... Вот. До этого они еще создали как раз-таки вот эти маски, чтобы записывать всю информацию. Потому что... Для как раз-таки зонда. Потому что... им потребуется куча времени, чтобы зонд все-таки нашел око. Вот. Также они подавали каждый раз. То есть... в чем их был план? Получается, они создали маски, подключили к зонду. Он каждый раз запускал в разные стороны и возвращал себе информацию в прошлое. Вот. И для этого им нужно было также колоссальное, чтобы вернуться в прошлое, всю информацию и подобное на проекте «Чаще пепла». Вот. Они хотели взорвать звезду, но у них ничего не получилось. И они уже отчаялись, но вдруг прилетел чужак.
Естественно, они также специально установили программу масок так, чтобы она не активировалась до того, как до того, как зонд найдет. Потому что если она активируется сразу, и человек каждый раз тоже будет возвращаться во времени, воспоминания, это, считай, 9 миллионов раз ему придется умереть, чтобы узнать. Вот, поэтому они специально сделали так, чтобы маски не активировались до момента нахождения Ока Вселенной. Вот. Так вот, у них ничего не получилось, они начали отчаиваться, но тут прилетел чужак, они пошли его обследовать и узнали, что, к сожалению, поздно узнали, что внутри этого чужака находится очень большая энергия, которая готова вот-вот выпуститься на свободу. Они поспешили, собственно говоря, полететь и сообщить это остальным, как берет и взрывается прямо рядом с ними. И взрывается прям очень сильно. Что всех убивает, да? А поскольку они не подключились к маске, никто, к сожалению, умерли все. Единственное, что почему-то один или одна там на мае осталась живая. Вроде одна, да? На квантовой луне она как раз говорила: вот, я только совершила паломничество, потому что, чтобы взрослеть. Но что-то такое у нее ощущение, что она уже мертва. Не знаю, как это. Почему, на самом деле, я сам не знаю. Почему мертва, она жива. Я сначала думал, что она как раз таки к третьей маске подключена, но потом я узнал, что к третьей маске подключен зонд, собственно говоря. Вот, он первым-то и подключился. Вот. Поэтому я не совсем уверен. Но она как раз таки дает то, что она находится на... естественно, она хоть и находится на вот этой луне, она находится именно на той, как бы это сказать-то, на квантовой луне, в то время как квантовая луна около Ока находится. Вот, в отражении Ока. Она именно в том месте. И это как бы заранее дает понять, что на самом Оке можно спастись и выжить. Вот, поэтому наша, собственно говоря, задача и полететь туда и там прождать весь этот взрыв. Вот. Также на мае обнаружили, прежде чем все произошло, на мае обнаружили нашу расу, которая была лишь, так сказать, млекопитающими, что ли. Мы еще из воды только выходили. Кстати, это тоже есть теория, что до того, как мы произошли от обезьян, мы жили тоже в воде. И потихонечку также вышли из воды и уже после этого превратились в обезьян. Это реально в нашем реальном мире есть такая действительно теория. Типа, даже, возможно, какие-то доказательства этому есть, что ли, или что-то подобное. Вот. Что-то где-то, может, нашли какие-то кости, совпало ДНК или что-то подобное. Вот. Так что да, сначала мы плавали в воде, потом отрастили ноги, вышли на сушу и превратились в обезьян, после чего долго эволюционировали в людей. Естественно, ну, кстати, да, собственно говоря, почему это считается правдой, поскольку, как бы это сказать, в общем, были динозавры, прилетел камень, уничтожил, и на Земле было жить невозможно, поэтому навряд ли хоть кто-то из земных жителей выжил, помимо динозавров. Единственные, кто выжил, да, находились под водой, возможно, даже глубоко. И, наверное, из-под воды единственная жизнь, которая могла появиться потом на Земле. Так что, как-то так. Вот. Естественно, на мае умерли, а мы, не знаю почему, остались живы. Возможно, как раз потому, что находились под водой. После этого мы эволюционировали. Все эти
м, дома на мае были потихонечку уничтожались, все трупы там разлагались, всякое такое, в общем, и мы потихоньку эволюционировали. Потом были первые, кто полетел в космос, вот, первое поколение, потом второе поколение, и вот мы как раз-таки это третье поколение, кто уже летает по более-менее изученному космосу. Вот. Что еще? И у нас как раз-таки так случилось, что именно на нашу долю выпал взрыв Солнца. А, И он взрывался, Солнце взрывалось 9 миллионов с лишним раз, пока наконец-таки зонд не нашел Око и не активировал маски. После чего нас записал, и вот уже, собственно говоря, события самой игры. То, что я прошел. Вроде более-менее так. В кратком. Да-да-да, в кратком пересказе вроде все рассказал. Более-менее так. Остальные мелочи все-таки решил не особо так не рассказывать. Типа разговоры, то, что они как бы узнали, что на этой планете там у водного гиганта есть водоворот, который вовнутрь. Типа такие подробности я решил не рассказывать. Прям вышло бы прям на очень долго. Еще бы полчаса бы рассказывал, в общем. Да, собственно говоря. Вот. Примерно такая история. И так что... Чё, как это? В общем, все. Давайте. Все, сейчас, в общем, собираюсь пройти. Так, давайте сначала отметим, естественно, вот это. И сразу же полетим все сюда. Летим сюда. Сейчас как раз таки там сразу же уснем там. Не-не-не, мне же в этот надо. Тупанул чуть-чуть. В этот как надо? Также о квантовой луне я не рассказал, как это они все обнаружили, там испытания всякие. А. Ну а так, по сути, да. Они обнаружили. Не пойму, включен, выключен. Вроде включен. Они узнали много об квантовой луне, даже научились на нее полетать, узнали, что она находится около фокуса, что и позволило... Благо они об этом написали, и об этом узнали мы. И это позволит нам туда попасть. Так сказать, они создали все условия для нас. А, Научили этому нас, и поэтому, да. Однако мы с квантовой луны, к сожалению, почему-то не можем сразу сойти на Око. Нас выбрасывает просто в космос. Оттуда, откуда мы пришли, в общем-то. Однако это действительно прям отражение. Прям полное отражение. Это можно также по кое-чему увидеть. Потом покажу. Так, все, задремать. Проснуться. Давайте с этой стороны сразу пойдем. Так, секундочку, я сейчас фотографии найду. Паролей.
Вот они, кажется, да? Так. Возможно, как-то до этих паролей можно было действительно в игре догадаться. Или что-то подобное, но я, честно говоря, не знаю как. Сначала здесь. Первая печать. Да уж, так идти. Так, стоп, а у меня чё? Чё у меня с гаммой? Что-то, по-моему, гамма... Ну-ка. Так, стоп, настройки, качество графики. Гамма. А, чё так? Странно. Я думаю, что-то не так. Когда, блин, походу, когда в аккаунт этот перезаходишь, другие настройки меняются. Что за детеринг, кстати? Смешение цветов за счет сжатого видео. Непонятно, в общем. Ну, ладно, хотя бы так. Вот. Теперь второй пароль. Сейчас, где он? Вот. Ага. Так. 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 И так. Вот. Да, и видите, сам к нам плывет. Забавно? Забавно. Все, потушили второй. Честно, не знаю, как они раскопали это. Но пусть будет так. И, наконец-таки, момент истины. Третий пароль. На самом деле он оказывается почему-то не такой сложный. Конечно, до него навряд ли догадаешься, но... Все, прикиньте, да? Отключает свет. И все, просто берешь и проходишь. Не вот этих отключает, а именно вот свет наверху. Забавно. Что ж, и отключаем последний, третий. Да, и они работают. Все. И увидим сейчас кое-какой секрет, когда выйдем. Не знаю, что здесь написано. Возможно, узник внутри. Что-то подобное. Да уж, в обычном прохождении Outer Wilds, по крайней мере, на русскоязычном ютубе вы такое точно не найдете. А, мне, наверное, зажечь нужно все. Все? Да. А! Достаточно один раз положить, забавно. Здорово. Как ты тут? Жалко, конечно, его. Возможно, он единственный, кто правильно... Где мы? Кто правильно интерпретировал Око Вселенной. Типа, возможно, он понял, что это лишь
жизненный цикл. Перерождение. А его взяли и заперли. Ну давай. Я могу как-то ускорить? Блин, заново. Просто я хочу успеть сейчас это все закончить и сразу же пойти за этим. За гиперядром, забрать его и полететь на как раз таки это. Кстати говоря, 35 подписчиков. Кто-то начинает подписываться, это хорошо. Последуйте и вы их примеру. В конце концов, такой эксклюзив, как пароль показал. Я сколько смотрел различные тоже стримы по этой игре. Все только лишь на обычную концовку проходили, пока как ролл. Как ты умираешь, освобождаешь его и потом начинаешь все заново. Помимо этого, я еще на этом стриме покажу, как все концовки, во-первых, да? А уже потом... Нет. Или наоборот. Сначала ачивки, потом концовки. Да, это там годами все разлагается. Все постройки рушатся. Прошло, так сказать, немало времени, прежде чем звезда начнет умирать. И это как раз выпало на нашу долю. Закончить все, что они начали. Естественно, я тоже сначала подумал, что это из-за взрыва кометы солнце начало. Я, собственно говоря, так и говорил. А как оказалось, это просто жизненный цикл вселенной подходит к концу. Нам так просто повезло. Надо спроецировать. Блин, полезная вещь, я бы действительно хотел забрать себе ее. Блин, ну на, забирай. Все, давай, иди. И за это время радиация из чужака успела развеяться. И осталось ее лишь немного, так сказать, клочки в некоторых местах.
Почему, кстати, я посчитал, что здесь написано этот внутри, там, что сейчас-то его нет, он вышел, и здесь надпись исчезла. Узник внутри, ладно. Собственно говоря, DLC, так сказать, показывает, как бы сказать, вот. Брось артефакт. Он сам затушил. Представляете? Ага. Такой вот интересный. Секрет. Теперь наша задача вернуться к кораблю. Блин, для этого придется все заново оплыть, потому что корабль у меня там стоит. Давай, все, иди. Плыви быстрее. Ну, в принципе, ладно. Думаю, так быстрее. Возможно, надо сейчас к этому заскочить. Я же это вроде так и не показал, да? Блин, не знаю, успеем, не успеем. Я просто хочу одновременно это сделать. И концовка такая интересная. DLC. И просто концовка обычная. DLC дополняет лор. Вот как это надо было сказать. Лор этой игры, да. Такие дыры в сюжете, так сказать, или что-то подобное. До конца все объясняет. Что, где, из-за чего, как. Недосказанности в обычной игре, так сказать. Давай, быстрей. Все, давай. Полетели. Так. Куда летим? Наверное, как раз таки, да, сначала в обсерваторию. Деревню. В обсерваторию сначала заглянем. А потом уже летим. Да, давай. Попробуем.
во что не врезаться. На автопилоте, да. Так что не только наша Солнечная система взрывается, да, все. Просто цикл всей Вселенной подходит к концу, все звезды взрываются. Тихо, осторожно, так. Вот так, да. Где? Чё тут? А кому? Кому-то вроде можно этот артефакт показать, и он что-то должен сказать. Сейчас. Кому? Чё-то, кстати, ты FPS просил. Возможно, потому что я уже с часу ночи в компьютере сижу, кто знает. Сейчас загуглю. Секундочку. Так. Как называется-то? Пу-пу-пу. Артефакт, вот. Кому показать артефакт? В общем, не знаю, где оно, я где-то видел, да, и, собственно говоря, я и в прошлый раз тоже это делал. Вроде как конкретно ему и нужно принести этот артефакт, но... Ну, ага. Пу-пу-пу. Так. Вроде с ним должен поговорить, нет? Путешественники, чё?
ну ладно. Я говорю, кому-то нужно, можно показать. Вроде как конкретно он и должен быть. Он же тут ученый и всякое такое здесь. Поэтому ему этот артефакт приносишь. И он должен что-то типа сказать. Так. Жалко, на отдельной башне он. Да ты уже давай, хватит в елках застревать. Блин, звезда уже красная, все, надо быстрее. Что боюсь сейчас не успеть. Не, ты чё? Так, давай быстрее, быстрее. Только не говори, что уже все пересыпалось. Нет, давай. Так. Вот. Все, давай, тормози. Блин, не успел. Блин, надо было сразу сюда лететь. Рядом. Не знаю, блин, я навряд ли, да, вот теперь успеешь. Не, все уже засыпалось. Давайте, в общем. Быстрее в этот раз. Только... Блин, чё, как бы поступить-то? А давай-ка я все-таки сейчас попробую кому-нибудь отнести этот артефакт для начала. Или... Блин, ну вроде как уже все засыпало, а там пока что... Не, все там. Последний оборот делает. Все, в общем, ладно, полетели отсюда обратно на Кремлёв.
Спасибо. Мгм. Огня не появилось. М. А, сюда. Странно. Может, не здесь где-то оставить среди экспонатов? Не понимаю. Артефакт. М. Это странно. Очень-очень странно. Может, какой-нибудь другой? А, может мне ему этот привезти второй? Или первый артефакт? Первого типа, второго типа. А может вообще фонарь? Закончить хотел. Хотел. Но для начала давайте все-таки выясним, что это. Быстренько слетаем, все заберем, прилетим. И уже в следующей... Просто я обязан это сделать. Нет. Стоп. Сейчас все виды соберем. А, точно. Автопилот. Забываю иногда. Возможно, сегодняшний стрим будет подольше, чем 3 часа. Потому что это очень много. И я уже назвал это финальный стрим.
всем сказал, что это конец, так что даже если займет 4 часа, я все-таки до конца доталого. Так. Давай прям с него и начнем. Давай где-нибудь. Открыть люк. Блин, а как мне поставить? Вообще-то раньше можно было спокойно себе ставить тут. Блин, ну не летать же каждый раз по-новому. Открыть люк. Что за фигня? Я хотел их тут расставить. Да что оптимум. Блин, походу каждый раз придется. Ладно, давайте хотя бы, чтобы это было быстрее, будем их составлять там. А давай вот здесь их будем составлять. Кстати, а я не могу эти палки забрать? К сожалению, не могу. Так, это обычно. Где магазин, может, можно? Так, ну это обычно. Можно, кстати, его спалить. Так. Что-нибудь покажу, да? Так. А нафига мне здесь быть? Вот так, да. И еще вот этот я забыл, фонарик. Возможно, что-то из этого. Естественно, возможно, он первый артефакт не принял, потому что уже было слишком поздно. Я сразу так должен ему все это показать, так что... Может, нет. Ну все, сложу пока все это здесь. Если так вспомнить, я такой же фигней маялся и в прошлый раз. Где там камелек? А. Так, в руках у меня. Ага. Кстати, он до сих пор летит, забавно. Возможно, да, что-то типа второй нужно показать или что-то подобное. Где там у нас? Поселение там. Ага, вот. Давай в этот раз где-нибудь вот здесь приземлюсь, чтобы
Ничего мне взлететь не мешало. Так, ну-ка еще раз. Ничего, да? А, тебе я оставлю здесь. Что с собой таскать? В общем, сейчас вместе со мной узнаете, что нужно конкретно принести ему. Расправляет уже он крылья. Кстати, ну-ка хочу кое-что проверить. А, тут немножко... Тут большая... ну давай тогда второй артефакт. Сразу. Да, раньше можно было хотя бы складывать. Не знаю, зачем убрали такую возможность. Было бы, вот, например, там полка есть, было бы забавно. Или не забавно, точнее, а было бы очень полезно, если бы на эту полку действительно можно было ставить вещи. Да уж, ради одной фразы летаю туда-сюда. Никак закончить не могу. Ну, грубо говоря, может там он несколько фраз скажет, но тем не менее суть одна и та же. Где Ламос? Давай ему второй артефакт покажем. Окей. Поехали дальше.
первый теперь артефакт. А чё он какой-то синий? Чё за синее пятно такое? О, странно. Ага, и ничего. Может, действительно фонарик ему показать нужно? В крайнем случае, это магазин. Потому что вроде как я там больше ничего не могу с собой брать. А, может, шпату? Заодно расскажу кое-что новое, да? Возможно. Ну, к шпату тоже слетаем. Может, я еще поищу информацию. Ладно, фиг с ним. Так, где? А, вот камерок, окей. Ну, вроде на солнце не забрасывает, это хорошо. Где там наша деревня-то?
Роговик, странно. Ну давай попробуем тогда это. Где магазин принести ему? Может, этот диалог уже убрали? Типа посчитали это ненужным? Далеко, кстати, уже улетела, а? Лол. Каждый раз все дальше и дальше приходится летать. Она, это же, планета специально отдаляется как можно дальше от этого, от Солнца. Ну все последний, в любом случае последний полет. Где там хмелек-то? Возможно, к Габро придется в следующей уже петле лететь. Ну я еще сейчас погуглю. Да, солнце тоже красное. Так, стоп, а где? Вот. Что-то фигня какая-то. Ща, в общем, подождите, я попробую загуглить.
Это же артефакт, ну-ка. А, где-то там. Сейчас посмотрю в бортовом журнале. Ам. Ну да, с артефактами. Ам. Пу-пу-пу. А как на английском это будет? Как он на английском называется? Интересно. А, ну мы же можем выбросить артефакт. Да, артефакт он называется. Хм. Жалко, я не могу язык прям в игре поменять, и придется выходить, а если я выйду и зайду, он заново проснется, поэтому мне заново придется лететь и всякое такое. Артефакт. То есть на Вики, походу, этого нету, артефакт и всякое такое. Ну-ка, если я по-английски Вики сейчас напишу. Ну-ка. Сейчас, подождите. Пытаюсь хоть что-то полезное отыскать. М. Во, артефакт. Ага. Наконец, что-то. Ну-ка, перевести. Угу. Функции. Ага, история. И все. А предисловие. А где я тогда видел?
типа, если кому-то его отнести, там Так, давай. Я думал, по крайней мере, на английском точно будет. Эм, Давай на русском попробуем найти что-нибудь. Не понял. Да, на русскоязычном все еще хуже. На русскоязычном вообще нет такого слова, как артефакт. В общем, все еще хуже. Ну здесь типа как использовать, где найти.
Так, секундочку. У меня батарейка на телефоне садится. Сейчас. Поставлю заряжаться. Да. Сколько уже? 1,5 часа. Хотя я, по сути, ничего такого не сделал. Фигней маялся только. Походу, действительно, короче, это убрали из игры. Потому что... Ну, я должен просто брать артефакт, подходить, и у меня новый диалог должен появляться. Я ему все принес, а он... Фиг его, короче, знает. Может, что-то сделать надо. Но я представления не имею, что. Ну, сейчас все это искать я... Ну, я поискал, в общем. Я говорю, я когда что-то другое искал, случайно увидел, что, типа, если какой-то артефакт отнести, то появится новый диалог. Кому отнести, непонятно. Ну, сейчас попробуем тогда захватить артефакт и отнести его этому. Габро. Он же у нас там всеведущий. А, может не артефакт, а этот? Гиперядро? Ну, гиперядро тоже потом попробуем. Ладно, фиг с ним. Вроде конкретно артефакт. Ладно. Не-не, вроде конкретно артефакт, я помню, носил. Потому что, да, я, как уже заметил и говорил, игра-то изменилась. Прям некоторые моменты прям конкретно изменилось. Например, Я действительно пересмотрел, и я действительно был прав. Например, чуваком в первой локации, который за мной начинает бежать, и я убегаю по Ньюти мосту, за ним действительно не было полок с кнопкой. То есть там просто проходишь и вниз, и все. И через какие-то обновления, в общем, добавили это, и не только, еще что-то добавили. Изменили, так сказать. Я уже не помню, конечно, но что-то точно изменили. Я помню, что что-то тоже поменялось.
Да, давай Габра попробуем отнести артефакт, да еще заодно выболтаем. А потом уже можно быстренько тогда также бежать сначала на незнакомца, открыть саркофаг и сразу же бежать на час пепла. Здесь пускай будет. Да, я и забыл, какая здесь сильная гравитация. Привет, путешественникам во времени. Как тебе космос в нынешней петле? Мне снова попался корабль, что с этой планеты. Что ты делаешь? Ага, я хочу рассказать. Ну-ка, что там у тебя? Мне удалось попасть в пещеру на острове Статуи. Я знаю, что создает. На петлю мне попался маска на Майи. Я знаю, что случилось с правильной лягушкой. Я хочу посмотреть. Ага. Ну, все. Даже здесь ничего нового. Что ж, тогда все. И сейчас кое-как попробую, в общем. Так. Сейчас только в темпе это все делаем и не выпрыгиваем из луча. Так вот, я хочу попробовать корабль сразу здесь оставить, а сам в лабораторию долететь. А сам долететь до разрушенной лаборатории. Ну, чуть-чуть переборщил со скоростью. Вообще-то не ощущалось так, что я сильно лечу. Я думал, так, аккуратненько, сейчас приземлюсь. А получилось не очень аккуратненько.
на самом деле можно отключить вот, и лететь прям на всей скорости туда. Автопилот же еще любит тормозить. Нет смысла не тормозить, нет, если я вот так, да. Как мне понять, с какой я скоростью лечу, чтобы... А, просто эта платформа очень сильно притягивает. Вдобавок. Да блин. А, ну точно. Чё-то я туплю сильно прям. И теряю драгоценное время. Теперь понятно. Давайте, наверное, сразу. Отсюда пойдем и сделаем как-нибудь вот так. А. Ага. Блин, надо, да, нам было подальше оставить. Прям еще здесь нужно было оставить его. Потому что здесь... так легче, чем по картинке подводить. Плывет? Нет? А. Ну, здесь еще вот так, да? Ага.
А, ну в принципе, так я не замедляюсь, да, в любом случае. А, лифт идет к нам. Слышь, слышь, слышь. Давай быстрее. Ну, В принципе, если что, я понял, какие нужно углы сгладить, чтобы быстрее пройти. Так что, если что, в следующий будем быстрее. Так. Типа, показывает, что он не зря все это сделал. Если бы не он, Намай бы этот сигнал не услышали и не пришли к нам. Тогда ничего бы этого не было. Долго-долго показывает, да.
Ага, все, дай быстрее. Звук скрипучей двери какой-то издает. Ну ладно. Как понимаю, такие важные огни могут зажигать только они, не тушить. Так сказать, не у всех есть доступ. Вон он идет. Уходит. Все, сейчас... А, все, и погас, окей. Все, сейчас, сразу же бежим, летим на этот. На час пепла. Никуда не залетаем по пути. Так, вот. Собственно говоря, поэтому я и припарковал свой корабль здесь. Чтобы можно было спокойно на него сесть, а не по кругу и туда. А ну-ка иди сюда. А, кстати говоря, что это тут? Нет, все правильно, ладно. Я же вот так могу сделать. Так даже быстрее, ага. А, нам артефакт теперь явно не нужен больше. Так что... Все. Вылетаем отсюда. Видно, как этот вращается. Окей. Ага. Вот час угля. Пускай автопилот все сделает за меня. Да, чувствую, стрим будет сегодня долгий, потому что уже 2 часа. А я только-только финал показываю. Хотя хотел это еще в самом начале сделать. Что-то как-то быстро время пролетело, слишком уж быстро. 2 часа, офигеть. Так. А. Все понял.
быстрее приземлиться, да? Сейчас, ладно, один раз пройдет, ничего страшного. Я же не буду так сильно рисковать. Ну ладно, ничего страшного. И все, ждем, в общем. Разрушенного лаборатории. Да, надо будет поменять на что-то корабль. Все, сейчас быстро тогда забираем гиперядро и летим. Проходим наконец-таки игру. Еще один секретик расскажу. Блин, ну да, лучше так смотреть. Чем просто ждать у моря погоды, так сказать. Все, он идет. Наконец-таки. Да, это все искусственная гравитация. А ну-ка отдай. Ага, шикарно. Где там мой корабль? Упал, не упал? Держится, ладно. Что ж, чуть не забыл. Все, летим к звездолету. Черный терновник. Могу даже автопилот, наверное, уже включить. Ну, в принципе, кстати, да, я, если бы кое-где действительно побыстрее был, то я еще и в прошлый цикл мог успеть телепортироваться. На пару минут быстрее, ладно. Где там у нас звездолет-то?
туда. Там лишь 7, а звездолет у нас конкретно там. А чё за фигня? Я что-то не понял сейчас. Вы погибли? Ага. А чё, откуда он взялся? Я сейчас что-то не понял. Его же здесь не должно быть. Лол. Я сейчас что-то недопонял. Чё за фигня? Он же в красный должен был быть. Так, давай я сейчас пропущу это. Так, стоп. Я прям сейчас действительно что-то прям сильно не понял. Прям сильно-сильно не понял. Ага. Ну-ка, еще раз. Так. Вот. Да ладно. И давно он здесь? Его здесь не должно быть. Я сколько раз сюда летал, ни разу... Опять в обновлении это изменили, да? Его здесь не должно, по сути. Офигеть, он лишь на мгновение меня услышал и сразу же... А что мне делать тогда? Его не должно там быть. Он... Понимаешь, если бы можно было там чуть-чуть двинуться вперед, а потом отключить двигатель, он бы снова меня потерял. Но нет, если хоть чуть-чуть пошумлю, все, мне конец. Батюшки. А как мне тогда быть? Хм.
Пу-пу-пу. Да-да-да-да. Как же мне быть-то? Ам, А давно я не вырубил? Так. Я забыл этот вырубить колонку. Я сейчас наушник на секунду включил и... А откуда звук? Фигак от колонки. Ам. А я что-то не понимаю. Что еще исследует? Я в курсе, что есть что еще исследовать. Ам. И как мне быть? Технически, раньше я мог просто полететь, вылетаю в красную и уже там ничего не делаю, жду пока долечу до конца. Но они решили вдруг ни с того ни с сего в одном из обновлений просто поставить рядом его. Типа, даже до этого, до DLC его там не было. В DLC в начале его не было. Серьезно. С каких пор он там вообще стоит? Зачем он там стоит, вопрос? Как я долечу до красного без звука вообще? Ну нет, мне в любом случае нужно маневрировать. А, может по стенке как-нибудь? Как-нибудь по стенке так? По отдаленному. Ну так, немножко врезался, ничего страшного. По стеночке, так по стеночке. И с обратной стороны. Вот. Что-то типа... такого. А вот здесь уже я спокойно разлетаюсь и... Вот, вот так, да. И теперь я останавливаюсь полностью. Ничего не делаю вообще. Может сработать. Да. Сейчас прям до икры долечу. На всякий случай подальше, чтоб... Вроде здесь не слышно меня.
Они прям, как понимаю, в самое сердце умудрились телепортироваться. Ну да, все. Получается как-то так. Что-то еще можно исследовать. Наверное, здесь. Нет? Здесь ничего интересного нету. Да, наверное, только с гиперядром. Так, ну давай, наверное, все-таки на корабле попробуем. На корабле это уже быстрее будет передвигаться. И топливо тратить не будет. Ну давай, лети уже. Вот. Здесь типа их вообще 4 на самом деле было, я как понимаю. Только 4-й вообще не понадобилось. Ну-ка. Аварийный люк есть? А, он, наверное, здесь находится. Или что-то подобное. Или даже больше этих капсул было, ладно. Так, ну да ладно, наверное. Здесь вроде больше особо нечего исследовать. В общем, давайте медитировать, да. Сейчас так тогда и попробуем. Просто очень много обидно, я так много всего выполнил. И ни с того ни с сего появилась рыба, которую я никогда не знал. Причем, когда я же с этого первый раз на корабль попал, никакой же рыбы не было. Я вообще не знал. Честно. Я уже все был готов заканчивать. Давайте-ка я, наверное, сейчас долечу до туда большой перерыв. То, как понимаю, как минимум 4 часа у нас стрим будет идти. Также сюда приземляемся. Сразу вот тогда сделаем. Все. И я, в общем, беру небольшую паузу. Я вернулся. Так, на чем мы тут остановились-то? Ну
Ну да, там своя гравитация есть, так что нужно аккуратненько туда подлетать. Вот так, да. Во, шикарно. Во. А! Куда я? Мимо пробежал. Да, блин, пусти его. Так, что-то типа звезда, солнце, планета, огонь. А. В принципе, есть какой-то этот. Логика какая-то в этих паролях действительно присутствует. Не просто рандомно, так сказать, как в остальных. Да, звезда, там солнце, планета, огонь. Не знаю, что это такое.
Положить его, лол. А? Как бы я его достал тогда? Ну? Да уж. Заново все это смотреть. Ради самой лучшей концовки-то. Так, давай. Ага. Только вот вопрос, как планеты с колоколами связаны? В чем логика? Хоть сам пароль не рандомный, но почему именно такой пароль? Вот это непонятно. Типа просто несколько планет туда-сюда. Цикл. А вот с водой, типа огни, да. Типа звезда, солнце, вот этот газовый гигант, огонь. Это для лодки, ну да. Был бы наоборот. Логичнее, если бы лодка с водой, это как раз таки вот этот был бы. Типа несколько видов планет, типа цикл, как Луна, да? Убывающая, типа, прибывающая вот эта Луна. Этот как? Приливы, отливы, все дела, и поэтому лодка типа к нам плывет. А где свет тушится, там вот как раз подошли вот эти звезды, огни, солнце, вот это всякое. Тогда действительно было бы логично и возможно догадаться, типа. Ну, в какой-то степени. В первой логично, что типа там есть этот знак. Так, как мне поставить-то? Там вот этот знак, плюс вроде огонь, да? Сейчас скажу точно. Где тут у меня?
Да, вот. Ну. Звезда. Планета. Типа. Большая, маленькая. Как раз таки невидимая, невидимая вот эта стена и звезда. А может и нет. Типа, если бы я придумал пароль, было бы немного по-другому. Кстати, можно, в принципе, артефакты уже оставлять спокойно. Вот, сейчас все сделали быстрее. Где там? Лучше доверить автопилот. Я сейчас на всей скорости врежусь или мимо пролечу. Во! Успеваю. Так, не здесь. Вот здесь. Во, как раз к этому циклу успел. В прошлый раз я вот это как раз таки пропустил. И только на следующий дождался. Вот как раз и это где он чужак прилетел. Забавно. Да, все. В этот раз все-таки надо попробовать как-то облететь ее, эту рыбу. А то заново все начинать, это жесть какая-то. К чему такие сложности, я не понимаю. Блин, я топливо забыл заправить. XD, да.
Где там корабль? Ага, хорошо. Фу, ну что ж. Надеюсь, в этот раз все получится. Никакая рыба меня не сожрет. Главное действительно сейчас по этому ползти. По стеночке. Да что ж такое? Да хватит уже обо все задевать, ты чё? Знал бы, что достичь финала у меня только через 3 часа выйдет. Не планировал бы столько. На этом бы и закончил. Ну кто ж знал, я думал, действительно думал, что прям в начале еще все смогу. Первый раз не успел. Потом пока все это носил туда-сюда. В третий раз рыба съела. И тому подобное. Ну, жесть, конечно. Вот, все, наконец-таки звездолет. Давай-ка вот так. Куда мне туда? Все. Ну
да, здесь больше нечего обследовать. Там все закрыто, перекрыто. Вот. А, ну. Так, еще рано, ладно. Вот. А вот что? Мне же пароль еще нужен. Я пароль забыл сфоткать. Где там? Ну, не пароль, а этот. Координаты. Сейчас сфоткаю их. Не то. Вот. Типа здесь же ничего не открылось. Нет, ничего не открылось. Ладно. Так, и сейчас самое сложное, да? Так, 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 так. Все. И из белой дыры вышли. Во, шикарно. И теперь вот оно око, во-первых. А вон он их, этот, глушилка ока. Ха-ха-ха. К сожалению, без читов туда добраться никак нельзя. Просто типа есть и все. Это, я как понимаю, квантовая луна. Да. Вот. Тоже около ока вращается. Это наше солнце, вокруг которого вращается око. Я как понимаю, в принципе, могу дать тоже. Вот. И это и есть само око, которое, как понимаю, само, так сказать, не знаю, разрывает саму ткань пространства, времени. Как само пространство тут все потресканное. Это наше солнце взорвалось. Забавно. А мы на безопасном расстоянии. Что ж. А он еще. Да. Вот. Мы на достаточно большом расстоянии, чтобы взрыв нас не задел. Опять же таки. Все эти. Все звезды, как понимаю, уже. Или. Нет, смотри-ка. Какие все еще
А, это не звезды. Вот звезды. Все звезды уже почти сколлапсировали. Ну-ка. Так, здесь же я вроде все прочитал, да? И все, что осталось, это... Вот. Отправиться, собственно говоря, на... Наконец-таки финал. Вот он я. Вот последние звезды взрываются. Вон он. Что-то делает, хотя незаметно что. Да, я тут брожу. Ну-ка, никогда не пытался в обратную сторону пройти. Нам-то туда нужно. А, ну тут и не пойдешь. Гравитация тут, конечно, адовая. Так, ну-ка, стоп. Неизвестно, ага. Квантовая луна. Так, что еще? Аварийный маяк. Радиорубка, ПДК. Квантовая флуктуация. И, кстати... Квантовая луна. Вот. И вон теперь. Теперь он только здесь телепортируется. Помним, что квантовая луна была лишь отражением, да? То есть здесь, то там. Отражением настоящего ока. Теперь там. Вот. А, точно. Надо не забыть. Все, сигнал с ним потерян. Обнаружен запас кислорода. Да, все телепортируется. Все исчезает, появляется. Вот. Как помним, да, на той же стороне было то же самое, да, на квантовой луне. Только если мы на квантовой луне прыгали туда, то мы... О, смотрите, какая воронка. А если ее обойти, неизвестно, что там. Мы оттуда пришли. А если в обратную сторону сюда пойти? Честно говоря, никогда так не делал. Здесь тоже стены будут проходимые. Ну, вроде да. Ясно. Ну все тогда. Единственное,
все, что остается тогда туда. И как нам это сделать, да, если гравитация прям сильная здесь? Вопрос, да? Все просто. Здесь тоже сильная гравитация, так что просто подойдем поближе. Вот, сюда. И неизвестно. И падаем. Квантовая луна. О. Хм. Стоп, что? Радиовышка на сигнал спутника Солнца запущена нами в глубокий космос. На ней хранится последняя фотография нашей Солнечной системы во всем ее величии. На одном из снимков была запечатлена тень невидимого кольца. Мир принадлежит народу, который жил в Солнечной системе еще до Намая. Этот народ прибыл из соседней звездной системы в поисках орб Вселенной, но открытие их ужаснуло. Они решили заблокировать Темнолока, чтобы никто больше его не нашел. Не все согласились с этим решением. Одна храбрая личность решила снова выпустить сигнал в космос, но ее быстро поймали и прикрыли к одиночному заключению. А, ее! То есть это тоже была она. Получается, я женщина, Намай женщина единственная, которая осталась. И вот эта храбрая тоже женщина, незнакомка. Вот это. Хотя тут вообще никак не поймешь, кто есть кто. Нету. Что еще тут можно посмотреть? Останки Намая. Намай, прибывший в Солнечную систему, следует за сигналом Вселенной. Они исчезли, когда в системе появился чужак, чужак, в составе которого оказалось вещество, которое мы называем призрачной материей. Оно быстро и неожиданно заполнило всю Солнечную систему. Здесь действительно что-то новое написано. Ха? Рыбка-то сдохла. Все из всех биологических видов, которые исчезнут вместе со Вселенной по удильщикам, и мы будем скучать меньше всего. Ну да. В конце своего жизненного цикла наше Солнце пережило гравитационный коллапс, а затем превратилось в сверхновую. По-моему, нет. Или да. Ну, здесь тоже ничего нет. Нам наверх. По-моему, оно просто взорвалось. Потому что, не знаю. Я больше ничего не видел после того, как звезды взрываются. Вот. Так, есть что-нибудь еще здесь написано? Роговик наблюдения. Это невероятность. Сначала мне казалось, что светлые точки на картине это звезды, но на самом деле это целые галактики. По-моему, здесь то же самое, да? У нас расширяется. Ну, вроде все, да? Что ж наблюдать? Да, все галактики взрываются.
все звезды, точнее, взрываются. А это... Просто летаем, уничтожаем галактики. Да, они сами тоже начинают уничтожаться. Все. Все взорвалось. Так. Это типа дерево такое. Ух ты. А такого я не помню. И что? А дальше что? Есть какие-то? О. О, это я. Так, как там? А. О. Ты слышал музыку? Слышишь музыку? Думаю, еще время еще не пришло. Нам нужны остальные, нам нужны все. Не спеши, времени много. Если тут вообще существует время. Еще не все в сборе.
Тише покой. Среди стволов. В глуши лесной. Всегда темно. Нифига себе, он гамак где нашел. То есть поставил, нажал, где гамак поставил. Габро. Здорово. Здравствуй, хочешь снова собрать вместе наш оркестр? Тогда ищи остальных, я буду тут. Я тебе пока не требуюсь, но это только пока. Шпат вроде. Где-то. Шпат. Ого, тебе удалось меня найти. Приятно сидеть у костра с компанией. Давай зови других, мы же не хотим, чтобы они все пропустили. Так, а тебя как зовут? Рибик. Не очень запоминающееся имя, Эскер. Ага. Тем более. А, все что ли? Или чё? Я не совсем понимаю. А! Фу. Все понял. Так, а ты у нас... Кремень, да, точно. А звезды были красивыми, правда? Даже несмотря на то, что наш звезда нас и убила. Я хочу постоять тут, посчитать их память. Почтить их память. Ты пока собери всех. Пытается дотянуться. А?
Вот это кажется новое. Не помню, что на корабле так летел. Маска на май с другой стороны. Ага. С Аланом. Предположение. Прежде чем мы начнем, стоит собрать всех здесь. После этого мы будем готовы к следующему шагу. Хорошо, что ты меня помнишь. Хотя вроде как места особо-то нету. Вот здесь только если. Так. А! Вон он. В отдалении стоит. Она. Когда мои соплеменники обнаружили око и поняли, на что оно способно, они пришли в ужас. Они не вынесли тяжести знаний. Свет истины оказался слишком ярок для их глаз. Они уничтожили все, что могли, остальное спрятали во тьме и забыли. Им не хотелось, чтобы их история кончилась. Мои соплеменники не всегда были такими, мы не всегда боялись. Мне удалось исправить часть наших ошибок, но я во многом не отличаюсь от них, а ты теперь знаешь, что они совершили. Я не могу обещать, что наш страх не поглотит твой разум. Потому я даю тебе выбор. Ты точно хочешь меня запомнить? Присоединяйся к нам, посмотрим, что будет. Я не хочу повторять ошибки своих соплеменников, но если ты хочешь рискнуть, я тебя поддержу. Мне удалось освободить сигнал совсем надолго. У меня были сомнения, что кто-то успел его услышать. Что ж, мои опасения были напрасными. Сделаем последний шаг сейчас. Я уже давно жду этого момента, очень давно. Могу подождать еще немного. Теперь начинаем? Еще нет. Ладно, скажи, как можно будет. Пора начинать? Пока нет, не торопись, но вряд ли еще осталось чему взрываться. Это кремень, конечно. Так, жду не дождусь, чтобы снова сыграть вместе со всеми. Уже можно начинать? Еще нет. Ну ладно, но скоро же будет можно. Так. Ну что, можно уже доставить крупную гармошку? Нет, как скажет. Дай знать, когда можно. Ну что, можно начинать? Еще нет, ладно. Спешите, правда, некуда. Сознательный наблюдатель вошел в око. Интересно, что будет дальше? Пошли. Пришло ли время узнать? Нет, тогда подожду еще. Что ж, все заняли
свое, так сказать, в кругу свое место. Действительно, как раз таки под него действительно место оставалось, прям там заметно было. Сейчас такого места нету. Что ж, ну-ка дай-ка я пожарю маршмеллоу. Есть. Все. Сигналоскоп. Вроде больше ничего нет, да? Посмотреть карту. Невозможно определить местоположение. Здесь пускатель разведчиков. Связь с разведчиком потеряна. Кому бы сказать, чтобы начинать? Типа, можно начинать. А ты ближе всех, давай. Что, можно начинать? Да, это будет весело. Всем нужно говорить. Да, это ново для меня мелодия, но я считаю, большой честью исполнить ее сами. Мне удалось... Ага. Сделал последний шаг, да, значит пора отправить нашу искру в темноту. Кстати, довольно интересный инструмент. Если багов еще не было. Интересно, можно ли такой же в реальности сделать? По крайней мере, что похоже, чтобы вот это тоже вращалось. Я знаю, что есть такой инструмент, что на него мелодию так записываешь, он тоже так железки дергает, и музыка идет. А здесь, по сути, они всегда вот идут, эти дергают, но помимо этого еще и на струне, как на скрипке играешь. Действительно прикольный инструмент придумали, забавно. Так, да, начинаем. Это банджо, что ли, или что-то такое? Походу, вы меня, конечно, простите, если действительно ожидали здесь увидеть всякие эти, как, концовки и ачивки, но походу, так, все-таки придется, потому что уже 3 часа, я только закончил с первой концовки. А почему у меня красным? Я с этом проблемы, что ли? Ну-ка, секундочку. Сейчас с телефона на то зайду. Блин, хоть бы нет. Так, ну ладно. Вроде покажет. Просто у меня в OBS это красное горит. Как будто бы что-то не так. Ладно. Что ж, все.
только что керамбит, что ли, был, или что? Или мне показалось? Какие-то знаки странные. Что это, интересно? Интересно. Полагаю, наше путешествие подошло к концу, осталось свести все бесконечные возможности к одной. Время узнаете, что будет дальше, еще нет. Так приятно помедлить сейчас, когда все возможности равноправны. К несчастью, без наблюдателей они так и останутся возможностями. Пускай всему пришел конец. Узнавать новое было интересно. Впрочем, правила скоро изменятся. Теперь мысли совсем иначе. Прошлого не вернуть. В этом нет ничего страшного. Но все-таки никуда не исчезает. Будущее всегда растет из прошлого, даже если иногда это не очевидно. Видимо, пришло время для чего-то нового. Как красиво. Все это представлялось мне совсем иначе. Не знаю, что произойдет, но я полагаю, что этого не нужно бояться. Ого, я уже и не понимаю, когда мы в последний раз сидели в костре и играли. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Любишь рисковать, да? Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Надеюсь, там будут медузы. Надеюсь, что нет. Знаешь, было круто. Мне довелось сделать что-то классное, так что я не жалуюсь. Конечно, мы все постарались, но тем не менее. Примерно так же радуешься, когда находишь время остановиться и вдохнуть запах хвои. Да. Я восхищаюсь твоей любознательностью, друг. Давай же узнаем. Это мой костюм крестный. Ну что ж, полетим тогда вперед. Outer Wilds. Mobius Digital Games. Маки Ока. Алекс Бечем. Лон Вернео. Не знаю, правильно читаю. Весли Мартин. Логан Верхойф. Немец? Это я даже читать не буду. Да, все, дальше лучше не читать, слишком какие-то длинные имена, или даже несколько имен. Я просто физически это не успею прочитать. Продюсеры. Угу. Как можно. Продюсер. Один. Что-то не понял.
Mobius Digital Games. А это уже DLC, да? В общем, сейчас узнаем, что случилось с миром. Как только титры кончатся. Если они когда-то кончатся. Собственно говоря, да, это правильная концовка, поэтому титры здесь самые длинные. Ты. Что ж. Надеюсь, здесь нету этого как авторских прав на музыку, потому что в Ender Lilies в одной из концовок, причем в одной из концовок, когда титры шли, там какая-то музыка была лицензированная, типа. Или что-то такое. Вроде страйка ничего такого мне, конечно, не дали. Не запретили, не сказали вырезать. Типа, все хорошо, просто сказали, что если что там, она как бы такая, да. Причем с остальными концовками все хорошо. Музыка нормальная, вот в одной из концовок именно музыка такая вот, не такая. Надеюсь, здесь похожего ничего не будет. О, Эхока Play Testers. А, тестеры. Офигеть, отдельные почести бета-тестерам. Прикольно. В какой-то игре, где ты различные машины строишь, на них катаешься, там на одном уровне есть целый мемориал памяти бета-тестер. Нет, не бета-тестерам, а тех, кто поддержал ту игру. Спасибо, что играли в Outer Wilds. Во. Да, биллионов лет, 14 биллионов лет спустя. Появились новые звезды, галактики, планеты. И вот такие необычные теперь планеты вокруг звезд. Представляете? И новые виды. Типа муравьи. Вон какие-то эти. И, во, это... Как понимаю, это потомки совы. Вот это. Но... И вот, кстати, зонд, который я бросил. Ну, навряд ли. Что-то такое, в общем. Не конкретно, 14 биллионов лет, навряд ли уж потомки совы конкретно. Хотя, может, типа... Прям конкретно потом. Фиг знает. Вот. Такая вот интересная концовка.
Вот. Так вот, лучше, чем сейчас действительно продолжать и уходить еще в лишние 3 часа. Все-таки, по сути, финал, да, как раз под конец стрима 3 часа 30 минут, и только игра закончилась первый раз. А мне еще нужно все... Пока, во-первых, мне перезайти в другой аккаунт можно. Пока я там все эти концовки сделаю, потом я пока все эти ачивки выполню, еще 3 часа пройдет. Так что действительно лучше сейчас закончить. И через, может быть, часик другой я еще стрим сделаю, так сказать, дополнение. Выложу. И действительно назову то видео. Это, по сути, видео называется «Финал», а то видео будет что-то типа дополнение, все концовки и все ачивки. Так что спасибо, что смотрели это видео, смотрели, как я прохожу эту игру замечательную, самую хорошую, мою любимую, моя самая игра. Там затягивающая, захватывающая, очень интересная, продуманная, да, не знаю, как это сказать. Глубокая игра. Есть над чем задуматься. Над чем. Действительно шедевр, который бывает раз в 10 лет, не знаю, в столетие. Обязательно подписывайтесь, если вам понравилось видео, если вам понравилась сама игра. Также ставьте обязательно лайки и обязательно комментируйте. Чем больше комментариев, тем больше будет, как это сказать-то, больше рекомендовать будет другим людям. Тем больше просмотров, тем больше людей увидит эту игру. Вот. Потому что, как я и говорил, в этой игре, по сути, эксклюзив, который ты не увидишь на других прохождениях. Плюс на следующем видео, следующий стрим, я также еще попробую всякие секретки показать. Например, в Терновнике есть скрытая комната, да? Если кое-куда зон запустить, он попадет в скрытую комнату. Вот. Какие еще секреты есть, я не помню. В общем, не знаю. Какие-то, наверное, секретки да есть. Я, наверное, загуглю. Но как раз где-то пару часов не уйдет. Что? Ссылка на Трова на стримы в описании всегда. Поэтому заходите на стримы. Обязательно. Чтобы, если что, в какой-нибудь игре мне написать сразу, а не в комментарии на видео на ютубе. Если что-то хотите сказать. Что еще? Что еще? Да вроде все. Что ж. Сразу тогда сейчас, да. Следующий стрим запишу сразу. Даже если спать сильно захочу, просто кофейка выпью побольше. И не захочу. Обязательно сейчас стрим будет. Я, может, за полчаса или меньше напишу на Трова, что будет стрим. Так что все. Всем пока.